Провинция Керман находится в юго-восточной части Ирана. Она занимает около 11% территории страны и является второй по величине. Район высокогорный. В Шахристан-Бафт самые высокие горы в стране. В среднем 2250 метров над уровнем моря. Самый высокий горный массив – Хазаран. 4500 метров. Большая часть территории покрыта степями и песчаными пустынями. Население провинции более 3,5 миллионов. Географическое положение Кермана, как транзитной территории, соединяющей выход Ирана к Ормузскому проливу с внутренними районами страны, определяет экономику провинции. Приехав вчера в керманскую провинцию, город Бам, мы поселились в отеле. И вот в 6 часов утра уже готовы к выезду в новое угодье. Охотиться будем пытаться на южного персидского козерога. Вся команда в сборе. Сейчас будем выезжать. Let's go for the Southern Persian Islands. Да, мы поехали пытаться охотиться на южного персидского козерога. Нас встретил главный менеджер двух больших охраняемых территорий площадью около 30 тысяч квадратных километров. Он представил нас своим помощникам и пожелал нам удачи в охоте. Сам же он собирался присоединиться к нам около полудня. Дул очень сильный ветер. Согласно прогнозу, весь день будет ветреным. Александр Егоров пристрелял свой карабин калибра 7 мм Ремингтон, и мы продолжили путь к скалистым горам. В начале подъема, еще едем по дороге. Ветер, конечно, очень сильный порывистый ветер. И самое главное, нет конкретного направления, ни северный, ни южный. Порывы то южный, то северный, то на фронт. Видите, как меняется температура. Мы едем строго на север пока. Несколько километров проедем вперед, потом будем подниматься в горы. Уже пешком. Через полчаса нам удалось увидеть одну самку с 2 козлятами и ни одного крупного козерога. Мы долго ходили вокруг, и я смог сфотографировать нескольких козлят, а также несколько скалистых куропаток.
Пообедали рядом со скалой, защищаясь от ураганных порывов сильного и холодного ветра. Салам. Салам, салам. Затем мы остановились в маленькой деревне с 10 домами для пастухов и взяли с собой одного из сотрудников службы охраны этих территорий. Рядом пастухи заботились о своих стадах коз и овец. Они убирали в тепло после кормления только что родившихся ягнят. Мы начали медленно подниматься по скалистому склону, а затем пошли по возвышенности, чтобы иметь возможность с высоты наблюдать за местами обитания южных персидских козерогов.
Мы прошли вперед, потому что заметили группу из нескольких крупных и старых персидских козерогов. Правда, они увидели наблюдателей или почувствовали их и быстро скрылись, перевалив через противоположный острый хребет. Проводники посоветовали вернуться и начать преследовать другую группу. Они говорили, что поскольку мы испугали этих козерогов, нам их уже не догнать. Александр сказал, что до темноты есть еще около 4 часов, и мы продолжим преследовать эту группу. Проводники и главный менеджер утверждали, что это, скорее всего, невозможно. Но охотник настоял на том, чтобы попробовать догнать именно этих козерогов, потому что он был уверен в их отменных трофейных качествах. Александр сказал так: эти козероги все равно когда-нибудь устанут, а я никогда не устаю. Вид был необыкновенно красивым. Под нами бурлила река, унося свои холодные воды вниз к пустыне. Александр, Иман и проводник, опережая остальных, направились вдоль реки вверх, следуя за передвижениями козерогов. Шли быстрым шагом около 3 часов, и уже в середине дня у Александра Егорова появился шанс выстрелить с расстояния 290 метров по одному очень крупному животному. Вскоре мы услышали его победный возглас. Непроходимые скалы. Супер трофей. Браво. Когда же, наконец, поднялись по крутым склонам и подошли к трофею, то были поражены размером его рогов. Издалека они казались красивыми и весьма достойными, но на расстоянии 1 метра просто невероятными. Фантастик трофей. Фантастик трофей. В соответствии с профессиональной оценкой и размерами трофея можно было получить минимум 112 баллов по системе Safari Club International. Предыдущий рекорд составил всего 104 балла. «123». Это Game Scout. Александр сразу же отправил фотографии своим друзьям-охотникам, скромно комментируя, что, возможно, это новый мировой рекорд в рейтинге. Он был очень рад и гордился тем, что стал
обладателем такого замечательного трофея. Это было лучшее решение охотиться здесь. И мы рады видеть такого охотника. Вы сделали очень много для нас и для окружающей природы. И мы будем ждать вашего следующего приезда. Поздравляем! Teşekkür. من میرم ماشینا رو بیارم شب بیام یه جایی مسیر شما نزدیک‌تر بشه آقا. ما میریم. خوشحال شدم. Ну что, мы закончили, конечно, мучительную фотосессию. Охотиться-то легко, а снимать хорошее видео, и особенно хорошие фотографии, большой труд. Стрелять-то каждый дурак может, да? Вот попробуй сделать хорошее фото. Ну, я не знаю, мы сделали, наверное, почти час фотографировались. Надеюсь, что сделали хорошее фото. После долгой фотосессии мы пустились в обратный путь. Уже темнело, и мы шли в ближайшую деревню по новому и довольно опасному маршруту вдоль реки. My country. Yes. Yeah, you see? 5:45. Ну что, мы после удачной охоты вот спустились. Наверное, кстати, часа за 2, наверное, дошли, мне кажется, может, чуть меньше. Спустились с горы, пришли к хозяину как раз и главному охотнику этого региона. И он же гостеприимно пригласил нас в свой дом. Мы вот сейчас пока ждем наших проводников остальных. Он любезно нас пригласил к себе в дом, угощает апельсинами. Сейчас будет чай. Мы спустились, немножко уставшие, но счастливые. Очень прекрасный был день. Добыли обалденного козерога, боюсь сглазить даже. Но потом скажу. Надеюсь, что чемпион мира. Ну, боюсь сглазить, поверив завтра утром или сегодня ночью. Ну что, прекрасный день. Very good country, very good Day, very good organization. Очень хорошая охота, прекрасный день и прекрасная организация. Вы очень хороший человек. Добро пожаловать в Иран, на нашу землю. Thank you. Спасибо. Thank you, sir. Thank you. Вчера мы добыли потрясающего, еще раз не побоюсь этого слова, потрясающего козерога. Сейчас завтракаем и будем пробовать улетать в Тегеран, чтобы дальше тоже решим, сейчас куда-то полетим. Или поедем дальше или на армянского муфлона, или на иракского варана. Надеемся еще успеть кого-то добыть. Замечательный отель, замечательное утро, замечательный завтрак. Еще даже ждем наших друзей, чтобы перекусить. Как всегда, про запас, правда. Единственный минус этих поездок в последнее время, несмотря на то, что хоть немного вчера, но, кстати, мы прошли. И, между прочим, все посмотрел, мы вчера прошли с тобой 25 тысяч шагов. Не так уж и много вроде бы, но не так уж и мало, учитывая, что это только все в горах. Начали с утра и вернулись уже в 8 часов вечера, когда было совсем темно. Но результат того стоил, поверьте. Это фантастика. На следующий день мы сердечно попрощались с хозяином с пожеланиями встретиться снова. Мы выехали из города Бам в Керман, куда прибыли буквально за несколько минут до вылета самолета в Тегеран. Благодаря Иману Нажмеддину мы быстро прошли проверку багажа и оружия. У нас не было права перевозить патроны, поэтому мы оставили их водителю, чтобы завтра он привез их к следующему месту охоты на иракского муфлона. Перелет до столицы Ирана занял 1,5 часа.
Ну что, я очень рад, что мы тут попутешествовали так довольно в сумасшедшем темпе. Уже пролетели 3 провинции, совершили 3 совсем разные охоты. Добыли персидскую газель, ширазского муфлона, сумасшедшего южного персидского пустынного козерога. И сейчас вернулись в Тегеран для того, чтобы продолжить охоту. Здесь уже не так жарко. Жары будет не хватать. Нас ждала машина, на которой часа за 3 мы должны были добраться до города Арак. Проехали транзитом через город Кош, откуда началось распространение коронавируса в Иране. Нам нужно было к ночи доехать до гостиницы, чтобы завтра утром быть готовыми принять очередной охотничий вызов. Так заканчивается очередной, 3-й, очень удачный эпизод охотничьего путешествия по Ирану во время начала эпидемии коронавируса. Но наши охоты и приключения с Александром Егоровым продолжаются.